Как разрешить конфликт или как избежать конфликта с другими людьми – это типичная проблема каждого. Причинами разногласий является то, что люди выросли в разной местности, в разном окружении, и они несут в себе убеждения, данные им их средой. Простое указание другому человеку «ты должен думать не так, как ты думаешь», не изменит его поведение. Если вы хотите ладить с людьми, только если они сами спросят, как лучше воткнуть в землю лопату, можете сказать «помогай ногой, так проще». Если же они не спрашивают, не вмешивайтесь. Лучший способ избежать разногласий заключается в том, чтобы не навязывать другим свои взгляды, даже если они лучше, чем взгляды другого человека. Например, Роксане могут нравиться кошки в доме, а мне, к примеру, нет, потому что они кажутся мне грязными и прочее. Вопрос в том, насколько мне нравится Роксана. Если она мне не очень дорога, я мог бы сказать, выбирай, либо я, либо кошки. Когда вы имеете дело с людьми, неважно, какие у них взгляды, только если они спрашивают, что ты думаешь о моих убеждениях, тогда можете сказать им свое мнение. Как, например, Джоулу может показаться, что у его начальника неверные взгляды. И если Джоэл предъявит тому более разумные взгляды, начальник его не поймет. Он возмутится, потому что воспримет это как унижение. Когда вы встречаете новых людей, они выдают вам свои ценности тем, как они говорят, как рассуждают о различных вещах. Только если они спросят вас, что ты думаешь о моих убеждениях? Или думаешь, я правильно кистью пользуюсь? Тогда можете высказаться. Просто сказать, так кисть не держит. Не говорит о том, как держать. Вы можете сказать, вытрите ее банку, сделайте то-то и так далее. И если кто-то идет в институт изучать, скажем, авиационную механику, он идет туда услышать то, что скажет преподаватель. Но если другой студент скажет ему что-нибудь, он почувствует себя униженным. Если другой студент скажет, ты не понимаешь механику в поршневом двигателе, это унижение, потому что это сказал студент. Другое дело, если бы преподаватель сказал ему это, ведь он сам пришел туда изучать водопровод, или искусство, или музыку, поэтому он прислушивается к учителю. Вы пришли туда узнать то, о чем там рассказывают. Другое же дело, если вы общаетесь с обычными людьми. Если Роксана работает над чем-то очень важным для нее, и вдруг зазвонит телефон, который отвлечет ее, после разговора она, возможно, не вернется к делу. Не стоит говорить ей, ты должна продолжить там, где остановилась. Разве что она скажет, ужас, какая я рассеянная, ты можешь мне что-то посоветовать? Тогда можете записать 1, 2, 3, 4, 5. Если она скажет, мне не нравится 4 и 5, не спорьте с ней. Если она скажет, я не уверена насчет пунктов 4 и 5, тогда можно проинструктировать ее. Слова человека подскажут вам, хочет он вас слушать или нет. Что бы вы ни сказали, обычный человек воспримет это как унижение, если речь идет о его недостатках. Если вы заметили у другого человека недостатки, не стоит вмешиваться. Разве что он спросит вас, как ты успеваешь сделать 4 отрывка фильма за день, а у меня получается только 1. Тогда можете сказать, сначала надо доделать уборку, закончить дела по кухне, полить газон, а уже потом возвращаться к работе. Нужно делать все по порядку и доводить до конца, понимаете? Если Джоэл пошел делать мост и между делом поливает розы и стрижет кусты, многие из дел останутся незаконченными. Я не говорю, что Джоэл так делает, но если он подойдет к Ларри и скажет, неправильно делаешь, делай вот так, он навязывает ему свои взгляды. Возможно, они верные, но не стоит их навязывать, если вас об этом не просят. Конфликты часто возникают, когда человек не спрашивает у вас совета, но вы его все равно даете.
Один из способов ладить с людьми – это позволить им быть теми, кем они являются. Разве что они скажут: «Кажется, у меня не получается найти общий язык с поляками. В чем моя проблема?» Очень редкие люди говорят так. На самом деле я еще никогда не встречал человека, который сказал бы: «Что ты думаешь о моей системе ценностей? Что ты думаешь о моих взглядах?» Еще никто не сделал этого искренне, а не из самолюбия или вежливости. Если кто-то докучает вам, просто скажите: «Мне не нравится обсуждать расовые различия. В том смысле, что если ты хочешь быть расистом, без проблем, но мне это не интересно». Если же он спрашивает: «Почему это ты не относишься к нигерам так же, как и я?», тогда можете объяснить. Но если он говорит: «Я так считаю, и все», не вмешивайтесь. Или откажитесь от его услуг, если вы его наняли. Однажды мы наняли парней, чтобы установить антенну. Чернокожий забрался на столб и попросил белого напарника передать ему веревку. Тот ответил: «Завяжи ее себе вокруг шеи, если упадешь, повесишься». Он считал, что такое отношение уместно для чернокожего. Больше мы его не нанимали. Он был чересчур отсталым. Чтобы изменить его, пришлось бы изменить все его прошлое. Но его наняли установить антенну, а не для того, чтобы работать над всей его жизнью. Вопрос в том, насколько отличается прошлое другого человека от вашего прошлого, и ищет ли этот человек информацию. Если ищет, то не подходите к этому как наставник. Не стоит говорить: «Ларри, ты неправильно работаешь шпателем». Лучше сказать: «Раньше я тоже так делал, но потом мне кто-то показал другой способ. Людям не нравится прямая критика, исходящая от вас лично. Я не ввязываюсь в подобные разговоры, потому что они ни к чему не приводят. Разве что собеседник скажет: «Что ты думаешь о долбанных мексиканцах, переезжающих в нашу страну?» Я думаю о них так же, как и о коренных американцах, которые не ценят свою страну. Вместо того, чтобы критиковать иностранцев, скажите: «Некоторые американцы мне приятны, а некоторые не нравятся». Но не затрагивайте тему мексиканцев, потому что у него о них твердое мнение. Можете сказать: «Многие американцы сейчас не поддерживают правительство». Скорее всего, он согласится. Но если он другого мнения, просто уходите. Если ему это не интересно. Если он и так доволен своей точкой зрения. Главное, о чем вы должны помнить, это то, что люди жили и выросли в разных местностях. Они видят то же, что и вы, но воспринимают это по-другому. Иногда они могут спросить: «Как думаешь, как мне лучше поступить?» Если у кого-то короткая память, возьмите это себе на заметку. Объясните ему раз или два, но не каждый раз, если он этого не применяет. Если вы даете человеку инструкции, и он их применяет, можете дать ему дальнейшие инструкции. Если же он их не применяет, то это пустая болтовня. Что ты мне посоветуешь? Моей жене нравятся кошки, а мне собаки. Для этого надо найти подходящий пример. Позвольте ей завести котов, и она не будет против ваших собак. В работе с разногласиями не повторяйте больше одного раза. Можете сказать: «Мне кажется, если ты будешь держать дрель вот так, то тебе будет проще сверлить. Мне это помогает». Но если он вас не спрашивает, а просто сверлит, он может ответить: «Иди ты со своими советами знаешь куда? Сиди за своим компьютером, а с дрелью я сам разберусь». Иногда люди не хотят советов. Они воспринимают их как унижение. Когда вы даете кому-то непрошенный совет, это может привести к вражде. Это, конечно, не абсолютная формула. Это просто более эффективный способ в общении с людьми, потому что нельзя изменить человека, просто указав ему: «Твоя проблема в том, что ты никого не слушаешь». От этого они не станут слушать больше. Их поведение останется прежним. Разве что они спросят: «Как ты думаешь, я невнимательный?» Люди очень редко говорят так. Хотя это было бы разумно. Человек поступит разумно, если скажет вам: «Я никогда не работал с бензопилой. Как ей пользоваться?»
Тогда можно его проинструктировать. Если он работает с вами каждый день и просит у вас совета, наблюдайте за его работой и помогайте ему научиться. Относитесь ли вы теперь как-то по-особенному к людям, которые думают иначе, чем вы? Они думают иначе, и точка. Такие замечания, как «ты глупый», «ты медленный», или «твоя проблема в том, что у тебя нет воображения», не изменяют поведение человека. Они лишь усиливают конфликт. Понимаете? Если кто-то очень хорошо рисует розы, и вы любите розы, тогда, возможно, вы захотите пообщаться с ним на эту тему. Но если он скажет: «По-моему, всех ирландцев пора выслать обратно в Ирландию», ответьте: «У меня другое мнение об ирландцах, поэтому я бы лучше не обсуждал эту тему». Или можете сказать: «Я считаю, что среди шведов есть плохие люди, но есть и хорошие». Возможно, он поймет вас. Но не кидайтесь на них. «Ты расист». Не кидайтесь на них.